Это обещанный пляж Келлин Кинг, друзья. Итак, если вы уже на Бали, то это совсем рядом, на острове Нуса-Пенида. В предыдущей серии, да, это вот тут, вот она. Там вы сможете найти информацию о том, как сюда добраться, снять байк и такое прочее. Немножко занудство. Место это очень раскрученное. Многие гиды даже говорят вам о том, что этот пляж находится на Бали. Но мы уже знаем, что это не так. Соответственно, здесь очень много пакетных туристов. И, собственно, эти пакеты возят прямо с Бали. Сначала всех этих людей на Бали нужно собрать, перевезти в порт, посадить на лодку, переправить на остров, всех пересадить в автомобиль и довести по очень плохой дороге еще до самого пляжа. То есть 8, 9 и, скорее всего, даже 10 часов утра здесь еще никого не будет. Ну, в смысле, из пакетных туристов. Для того, чтобы увидеть здесь столько же людей, сколько вы видите сейчас, самый здравый вариант, по моему мнению, это приехать на остров за день до этого, спокойно себе снять жилье, переночевать, снять байк и утром, позавтракав, спокойно выехать на пляж. На подходе к спуску уже становится понятно, какие вас ожидают панорамы. Правда же, да? Да, по округе, кстати, шастают обезьяны, поэтому всякую мелочушку, типа бутылок с водой, открытые сумки, кепки, очки, короче, аккуратнее с этим. Тут попадаются довольно крупные особи. Итак, спуск. Да, вот здесь нужны были бы кроссовки. Сначала вы идете по хребту. Здесь достаточно места в плане ширины. Справа и слева у вас крепкие деревянные перила, то есть переживать вообще не о чем. Теперь это официально самые хардкорные ступеньки, которые я видел в Индонезии за все 3 месяца. Это, кстати, еще не они. Ну да ладно, ребят, тут просто невероятно. Останавливаться, фотографировать здесь можно буквально каждые 10 метров. Похожее ощущение у меня было в Румынии на трассе Трансфигераж. Только там мы были на машине и хотелось останавливаться каждые 200 метров для того, чтобы сфотографировать вид. Аня решила храбро стеречь рюкзак, поэтому с собой я взял только камеру, телефон и свои наркотики. Я имею в виду иммуносупрессию, конечно. Так как я живу с пересаженным сердцем, я вынужден постоянно принимать препараты, которые не позволяют моему иммунитету уничтожить мой новый орган. Так, ну вот, собственно, тут на пляж дорога идет правее, а прямо никто не идет. Впереди уже нет перил, там становится намного уже. На ногах у меня тапки из Ашана вместо удобных кроссовок. У меня с собой нет воды. Одна рука всегда занята камерой. Половину дороги вторая рука занята телефоном. Что может вообще пойти не так? Ну да ладно, ребят. Раз уже у меня нет дрона... Это, ребята, форменная наркомания, конечно. Но, судя по тому, что я вижу, ходят здесь постоянно. Скорее всего, это местные. Надо, наверное, на пляж. Если вы боитесь высоты, вот честно, даже не думайте. Это намного атмосфернее, ребят. Сейчас утро, то есть дальше будет только жарче. Но как раз дальше я буду подниматься наверх.
Я смотрю, как я спустился. И прям даже не знаю как. Дальше дорога идет уже на отвесную скалу, на которую надо забираться. Вокруг точно так же узко. У меня точно так же не появились кроссовки на ногах. Искупаться, очевидно, сегодня не выйдет. Волны серьезные. Пора идти обратно. Ну как обратно? Спускаться потом на пляж. По идее, дальше должна быть тропинка еще более стрёмная, которая спускается на следующий пляж. Но опять же, была бы у меня с собой вода и были бы у меня кроссовки, я бы, по крайней мере, попробовал разведать, что там находится. Но наслаждаемся моментом. Здесь это абсолютно несложно. Нафоткиваемся, наснимаемся в Инстаграм и топаем вперед. Кстати, когда я в Инстаграме писал об этом, я говорил, что здесь навскидку около 50 метров. Потом я узнал, что с самого верха до пляжа оказывается 400 метров высота. Соответственно, здесь, по идее, должно быть как минимум 100. Ну, я бы так сказал, от 100 до 150. То есть это на самом деле высоко. Пересматривая эти кадры, я даже сам не уверен, пошел ли бы я сюда второй раз с теми же самыми условиями. Ну тут уже можно, не то чтобы скакать, потому что здесь лучше ничего. Вообще не могу понять, почему это место называют пляж Киллинг-Кинг. Я бы его назвал скала Киллинг-Кинг. На самом деле я даже немного рад, что эта лестница настолько хардкорная. Иначе здесь было бы точно так же, как на самых туристических местах Бали. Вот это прям неплохо. Это прям очень хорошо. Конечно же мусор, конечно же. Вот такие вот ступеньки. Не знаю, наверное, видяшка этого не передаст. Но здесь полегче, а вот тут прям хорошо. Камон, мы почти на месте. Уронил бедную. Идти потом наверх вот туда. И вот он, последний камень, лестница, и мы внизу. Честно говоря, я запыхался, только спускаясь вниз. Красок к картинке прибавляет сложность этого спуска. И насчет волн, да. В общем, это и есть тот самый пляж. Покупаться здесь нифига не получится, потому что волны адские. Тут даже есть человек специальный, который со свистком бегает, всех выгоняет из воды, если кто-то будет пытаться неудачно сфотографироваться и все. Но ему можно поверить, отсюда реально не выбраться, если затянет. Стоит ли сюда спускаться? Если вы не боитесь высоты и карабкаться по почти отвесному склону вверх, сначала вниз, точнее, потом вверх, конечно, спускайтесь. Здесь вы, когда спускаетесь, можете воду с собой не брать. Ее здесь можно купить. Вы, конечно, можете, если вы не я, и если вы взяли с собой деньги, потому что я не взял. Тут даже растут какие-то фрукты. И вот оно главное испытание. Если я запыхался вниз без воды, и я уже хочу пить, то сейчас стало жарче, мне надо идти вверх, и воды у меня все еще нет. Ну, пробуем наверх, Борис. Извините за то, что так неэстетично.
Но в футболке мне будет точно жарко. Не жарко будет и без футболки. В футболке будет по-любому. Главное не поцарапать. Наверное. Хотя нет, это не главное. Главное залезть. Вот примерно из палок, это называется. Да, насчет перил. Не всегда за них идешь и просто цепляешься сбоку. Некоторые перила выглядят примерно как процесс вытягивания человека из болота. Бамбук одной стороной привязан веревкой, а вторая сторона нигде не зафиксирована. То есть в особенно сложных местах вы просто подтягиваетесь, достаете до этой палки рукой, и происходит процесс вытягивания себя из болота. Интересно. Ой, черт. И так стало жарче, хочется пить, это камера в одной руке. Иногда для того, чтобы куда-то залезть, надо сначала положить, а иногда чуть-чуть закинуть камеру, потом залезть самому, взять ее и двигаться дальше. Сейчас снимала. Но эти пейзажи скрашивают практически все, я не знаю. Ох, мам, по-моему, сегодня я нагулялся. Не знаю, что говорить, наверное. Поднялся, в общем. Сначала спустился, технически спускаться тяжелее, технически подниматься легче. Но поднимаешься обратно по жаре и без воды. Без воды легче, потому что руки не заняты, нет рюкзаков, легко. С другой стороны, хочется пить. Вот. И жара, блин. Ну как, на самом деле сейчас не жарко, но когда постоянно валишь вверх, да, на солнце жарко. Но, кстати, когда поднимаешься уже к этому углу и идешь по последнему этому перешейку уже сюда, то ветер появляется хотя бы. А до этого вверх, до самого пляжа, там ветра нет, вообще тишина полная, что ветер оттуда. И это прям вообще жестко. Если вспоминать, сравнивать с Говерлой, то здесь идти было вверх легче. Ну, наверное, потому что просто я себя лучше сейчас чувствую, чем тогда. Потому что там я делал паузы реже, чем здесь. Чаще, точнее, здесь реже делал. Но технически здесь существенно тяжелее, чем на Говерлу проходить. Потому что есть места отвесные почти, но они с перилами, но ширина ступеньки там, ну, сантиметров по 15 такие. Но зато красиво.